Okay. So let's continue talking about the Genesis flood. Итак, мы продолжим говорить о потопе. I mentioned last time one of the main things we talked about was the Bible presents a universal flood. Я упомянул в прошлый раз о том, что одна из главных вещей, то, о чем мы говорили, то, что Библия показывает нам всеобщий, всемирный потоп. And we concluded by looking at an introduction to the scientific evidence for a Genesis flood. И мы уже мы завершили прошлую неделю, начав рассматривать научные доказательства потопа. Now this chart summarizes the difference between the way we look at the data and the secular scientists would look at the data. И эта таблица показывает разницу нашего взгляда на данные и взгляда светских ученых. If you remember in the introduction, I said that everybody has a worldview. Вы помните, в вступлении к курсу я говорил о том, что у каждого человека есть мировоззрение. That worldview shapes how we look at all things. И это мировоззрение формирует наш взгляд на все вещи. So if you start with the presuppositions of a secular worldview or the unbelieving worldview, И если вы начинаете с предпосылок светского мировоззрения, неверующего мировоззрения, that's going to influence the way that you see the data. то это повлияет на то, как вы будете смотреть на данные. We're talking about scientific data. И мы говорим о научных данных. So if you have presuppositions that include evolution, for example, И если у вас есть какие-то предубеждения, которые включают, скажем, эволюцию, when you look at the fossil record or you look at the layers of rock in the geological column, то когда вы смотрите на какое-то ископаемое или на вот эти геологические слои, your evolutionary thinking is going to influence what you conclude concerning the data. ваше эволюционное мышление повлияет на выводы, которые вы сформируете на основании этих данных. The data is the same. The data is not going to doesn't change. Данные те же самые, данные не меняются. The traces of the past are not any different for you and I as believers. Следы прошлого ничем не отличаются для нас с вами, лишь потому, что мы верующие. But we began with different presuppositions because of our worldview. Но мы начинаем с разных предпосылок по причине нашего мировоззрения. We're going to look at the same data. И мы можем смотреть на те же самые данные. Now we have the advantage of having revelation Но у нас есть также преимущество в том, что у нас есть откровение. to help us interpret the scientific data. И это откровение помогает нам толковать научные данные. And based on presuppositions and that revelation, we come to a different conclusion. И основываясь на наших предпосылках и основываясь на данном нам откровении, мы приходим к нашему заключению, к нашему So толкованию. this explains why it's important to understand worldviews. И это показывает, почему так важно понимать мировоззрение. Because it influences every area of thinking. Потому что мировоззрение влияет на любую сферу мышления. Even areas of science, particularly science that deals with the ancient past. И даже оно влияет на науку, и особенно на те научные дисциплины, которые рассматривают древнее прошлое. Okay, there's a lot of scientific data, and I'm going to go over it rather quickly. И есть множество научных данных, и я быстренько через них пройду. And by the way, one of the questions on the exam is to give examples of scientific data that support a universal flood. И, кстати, одним из вопросов на экзамене будет привести примеры научных данных, которые подтверждают идею Великого потопа. So let's go over some of that major scientific data that in fact supports a universal flood. И давайте сейчас рассмотрим эти данные, которые нам помогают подтвердить и доказать идею всемирного потопа. Number one, just the existence of fossils themselves give evidence of something catastrophic. И первое, само по себе существование ископаемых это свидетельство происшедшей большой катастрофы. Are fossils formed under normal conditions today?
Разве ископаемые образуются в нормальных условиях сейчас? No. What happens to animals when they die? Что случается с животными, когда они умирают? They just decay. Decompose. Either decompose or they're eaten by other animals. То есть животные либо разлагаются, либо их съедают другие животные. But there are fossils all over the world. Но есть ископаемые по всему миру. In fact, all of the geological layers from the Cambrian layer all the way to the top are full of fossils. И по сути все геологические слои от Кембрийского и до самого верха, они полны ископаемых. And I could give you a lot of data concerning fossils, but I'm going to just say briefly. И я вам, конечно, приведу множество данных касательно ископаемых. It Но takes расскажу сейчас кратко. catastrophic conditions to create a fossil. Нужно, чтобы произошла катастрофа для появления ископаемых. Для появления ископаемых нужно, чтобы произошла катастрофа. Creatures or plant life that are fossilized, They are not fossilized. that are fossilized, То есть те живые создания и растения, которые оказались в ископаемых, in order for them to fossilize, they need to be sealed off from the decaying process. то есть для того, чтобы им превратиться в ископаемые, им нужно быть определенным образом запечатанными и таким образом предохраненными от процесса разложения. And they have to be buried not only suddenly, but in such a way that they do not decay. То есть они должны быть запечатаны и то есть они должны оказаться в таком состоянии, когда они не разлагаются. И причем это должно произойти немедленно. The scientist that comes from a naturalistic worldview, Ученые, которые, скажем, имеют естественный, натуралистический взгляд на натуралистическое мировоззрение, does not have a good explanation for how fossils are formed. у них нет ясного объяснения того, как сформировались эти ископаемые. But a cataclysmic event like a flood would certainly form many fossils. Но катастрофическое происшествие, подобное потопу, оно, конечно же, могло сформировать множество таких ископаемых. Most fossils preserve creatures very precisely and clearly. И большинство вот таких, в большинстве таких ископаемых вот эти создания живые сохранились очень ясно и четко. An evolutionist that is honest says the following. И даже вот эволюционист Уолтер Ламерт сказал следующее. Практически все ископаемые в их очень хорошей сохранности показывают нам мгновенное погребение. And the reason that fossils are formed suddenly is because otherwise they would decay or be eaten by predators. И причина, по которой они должны были быть мгновенно погребены, в том, что иначе они или разложились, And there are fossils all over the world, and anywhere you go you can find a fossil. И ископаемые есть по всему миру, и куда бы вы ни пошли, вы можете обнаружить эти ископаемые. They're even found on the tops of mountains. И даже находят на верхушках гор, на So they're вершинах. worldwide. И по всему миру. Which tells us that catastrophic conditions existed worldwide. И это говорит нам о том, что катастрофа, вот эти условия катастрофические сложились по всему миру. Not only are there fossils everywhere, but all over the world there are also what are called fossil graveyards. И не только ископаемые у нас по всему миру, но также по всему миру мы видим кладбища ископаемых. Now, a fossil graveyard is where there's many fossils that were buried together, millions of them sometimes. Кладбище ископаемых – это места, где множество ископаемых вместе погребены. In other words, all these fossils were buried together and died on the same event. То есть, иными словами, все эти ископаемые были погребены вместе и умерли во время одного и того же события. Again, if we had more time, I could give you examples, particularly from Siberia. И опять же, если бы у нас было больше времени, я бы привел вам некоторые примеры, как из Сибири.
virtually millions of creatures all were buried together at the same time. И в Сибири мы видим, что миллионы живых существ были похоронены, погребены вот таким в одно время. And you've heard of the mammoths that were buried and exist in Siberia. И может быть вы слышали о мамонтах, которые были вот таким образом погребены, и они существовали в Сибири. There are fossil graveyards in Germany or Alaska, Germany. И есть вот такие кладбища ископаемых в Аляске, в Германии. And the point I'm making is you can find these graveyards all over the world. И что я хочу, к чему я подвожу, что такие вот кладбища ископаемых есть по всему миру. Which indicates that large catastrophic events buried sometimes millions of creatures all at the same time. И это указывает нам, что большое катастрофических масштабов событие, в результате него миллионы живых существ в одно и то же время были погребены. In my country, there are fossil graveyards in Wyoming, Utah. В моей стране кладбище ископаемых есть в штате в Вайоминге, в Юте, Colorado, Колорадо, California, and many other places. Калифорнии и во многих других местах. Main point I'm making here is you find them all over the world. И основная идея, которую я хочу отсюда вывести, это то, что мы их находим по всему миру. And again, that means that there were catastrophic, at least events that took place all over the world. И это опять же говорит нам о катастрофических, как минимум, событиях, которые произошли по всему миру. Or the existence of these fossil graveyards indicate that perhaps the Genesis flood probably created them. Либо существование этих кладбищ ископаемых указывает, что как минимум, вот именно этот всемирный потоп создал их. Виталий? Вопрос, в чем разница между первым и вторым? What's the difference between fossils and fossil graveyards? Fossils you can find just anywhere, individual fossils. Ископаемые отдельные ты можешь найти почти везде, по всему миру. But these fossil graveyards, you have an accumulation of many of them that all died at the same event. Но когда речь о кладбищах ископаемых, то там вот именно на небольшой территории огромное количество ископаемых, живых существ бывших, которые умерли все в одно время. I'm just trying to give you the evidence that points to evidence that supports the idea of the Genesis flood. И я просто вам привожу доказательства, которые указывают, что потоп действительно произошел. Now, obviously, if the flood occurred, then all of these, in other words, individual fossils or fossil graveyards, would have all been caused by one event, the Genesis flood. И, конечно же, если потоп произошел, то все эти ископаемые и одиночные, и кладбища ископаемых, они все пострадали в результате вот этого события. There's also some special fossils that are called polystrate fossils. И также есть особые ископаемые, которые называемые полистратные. These present a major problem for the evolutionary explanation of the existence of fossils. И это создает очень серьезную проблему для всех эволюционистов, пытающих объяснить существование ископаемых. Remember, the evolutionist believes that all of these layers were laid down over millions of years. И вы помните, да, что эволюционисты верят, что все эти ископаемые сформировались, все эти слои ископаемых формировались в течение миллионов лет. I gave you the example that the Jurassic period, evolutionists estimate 45 million years. И я уже приводил примеры того, что, например, для юрского периода приблизительная оценка длины его формирования – это 45 миллионов лет. So keep that in mind as we look at polystrate fossils. И обратите на это внимание, помните об этом, когда будем говорить о полистратных ископаемых. This is what a polystrate fossil is by definition. Что такое полистратное ископаемое по определению? It's one fossil that goes through many layers, or 2 or 3 layers. Это одно ископаемое, которое находится в нескольких слоях, в 2-3 слоях. The slide may not be clear, but the evidence is that here's a layer about 1 meter thick. Этот слайд может быть не настолько ясен, но вот идея. Вот это слой, он метр толщиной. There's a layer below. Есть слой ниже. Maybe 2. This may be another layer right here. Может быть
два, вот здесь, кажется, еще один слой. and certainly there's layers above. И, очевидно, есть слои выше него. Now, the evolutionist says that this would have been formed over millions of years. И эволюционисты говорят, что эти слои формировались в течение миллионов лет. So the question to ask, is this tree that is fossilized millions of years old? И тогда вопрос возникает, вот это дерево, которое здесь, вот, скажем так, отпечаталось, что ему тоже миллион лет? In other words, was this tree growing over a long period of time? То есть, иными словами, росло ли это дерево в течение такого же длинного промежутка времени? And the obvious answer is if that even were possible, it would be much smaller here, and then as it grows, it'd be thicker on the top. Ну и очевидно, что даже если такое было хотя бы гипотетически возможно, то дерево было бы меньше здесь и больше уже в последующих The слоях. better explanation is that these layers were all laid down in a short period of time. И лучшим объяснением является то, что все эти слои сформировались в течение короткого промежутка And времени. again, I'm giving you examples to kind of show that this isn't rare, this happens all over the world. И опять же, я подчеркиваю, то есть я привожу примеры, которые не являются редкими, мы их видим по всему миру. Here's an example from Germany. Это пример из Германии. Here's another example from Tennessee. И еще один пример из штата Теннесси. This is a clear layer right here. Вот очень четкий, ясно видный слой. This is the fossil, what's called a polystrate fossil. И вот ископаемое, которое мы называем полистратным. In fact, this may be a coal layer. И cold, Coal. то есть вот это может быть на самом деле такой холодный слой. And perhaps this is another layer, I'm not Слой sure. угля, да. But at least it goes through more than one layer. Ну, а это уже из другого материала, но мы видим, что как минимум более чем через один слой находка проходит. And I've got photographs of other areas. I'm just giving you a few so that you see what they're like. И у меня есть фотографии из других мест, но я просто привел вам And also пример to того, как вы видели. emphasize that you find them all over the place. И я подчеркиваю, что вы находите такие ископаемые по всему миру. Here's one in Kentucky. Вот еще одно в Кентукки And again, you ископаемое. have different layers. И опять же мы видим разные слои. And this is John Baumgartner, by the way. He gave me these slides. И это, кстати, вот человек, его зовут Джон Baumgartner. Это вот тот человек, который мне дал эти слайды. He's the one that came up with that flood model that I described. Это именно он предложил ту модель потопа, которую я вам представил на прошлой неделе. And he's the one that has developed some of this evidence that supports a universal flood. И он также вот разработал систему доказательств, которые подчеркивают, доказывают всемирный поток. Now this is an old photograph. This was taken about 30 years ago. Ну, это старая фотография, сделанная еще лет 30 назад. Almost all dinosaurs are polystrate fossils. И практически все динозавры это вот такие полистратные ископаемые. Because dinosaurs are such large creatures, Потому что динозавры настолько крупные творения, most of them are not only within the Jurassic layer, большинство из них заключены не только в юрском слое. but most of them actually go through several layers. Большинство из них находятся в нескольких слоях. So that gives you evidence that something catastrophic occurred. И это снова же дает нам доказательство, что случилось нечто катастрофическое. And it goes against the idea that the layers were laid down over long periods of time. И этим опровергается идея о том, что, ну, это противоречит идее о том, что слои формировались в течение очень долгого периода времени. Вопрос, когда был юрский период, то есть когда жили там динозавры? So, question: when the Jurassic period occurred and when did dinosaurs live? Well, if you believe the unbelieving worldview and the evolutionists, Ну, если вы верите в то, во что верят неверующие, в то, во что верят эволюционисты, I don't remember precisely, but many millions of years ago, 70 million years ago. то где-то вот, может быть, 60. I'm not sure of the time Okay, frame. maybe look on this. Yeah, let me let's look on the chart. Ну,
Ну, то есть там вопрос на миллионы лет. Ну, понятно. Well, this is 180 million years, so you add this Ну, вот сложи все, что там, 110, 120, 130, 180 60, 170, or 100. 170, 180. Yeah, 170, 135. 180 миллионов лет назад. Now that's according to the evolutionists. Это согласно эволюционистам. Now, our interpretation says that it happened during the Genesis flood. Но наше толкование говорит, что все это случилось во время всемирного потопа. Во время или до потопа? So all these dinosaurs were buried during the Genesis. Все эти динозавры были как похоронены во время потопа. А Ной брал динозавров в этот А? ковчег? Ной брал каких динозавров в So the ковчег? question: Did Noah took dinosaurs in the ark? I would say yes. Я бы сказал да. And most dinosaurs, most people think that they're reptiles, most of them. Большинство людей думают о динозаврах, что это были пресмыкающиеся. And reptiles can reproduce at a young age and when they're very small, when they're smaller, much smaller. И пресмыкающиеся, они могут воспроизводить себе подобных уже в очень молодом возрасте, когда они еще совсем маленькие. So it's possible that Noah took dinosaurs on the ark. И поэтому вполне возможно, что Ной взял таких вот молоденьких динозавров. And I'm going to talk about conditions changing after the Genesis flood, where dinosaurs would have died out. И я поговорю потом о переменах условий после потопа, в результате которых динозавры погибли. Another category of evidence is just the existence of coal and oil. И еще одно доказательство потопа – это существование угля и нефти. The explanation of the secular worldview does not fit the evidence. И объяснение неверующего мира, оно не соответствует доказательствам. Coal is the compressed remains of plant life. Уголь – это такие компрессированные, сжатые останки растений. And it's plant life that also was buried, put under pressure. То есть это растительность, которая, ну, эти остатки растительности, которые были погребены и помещены под высокое давление. John Baumgartner, that I referred to earlier, in his research, this is his conclusion concerning the formation of coal. И вот какое заключение сделал выше упомянутый Джон Баумгартнер касательно формирования угля. Most coal was formed from plant material transported and buried by marine floodwaters. Большая часть угля образовалась из растительного материала, перемещенного и погребенного водами потопа. Rather than what is the secular explanation, what they call peat bogs. Вместо того, чтобы образовываться из растений, которые аккумулировались в одном определенном месте, в болотах или торфяниках. So large quantities of water would have swept up entire forests. То есть, например, вот эти большие массы воды, они просто смывали целый лес, например. Transported them many miles and then deposited material over those forests, over the plant material. And something was put on this. Да, то есть они этот лес переносили на какое-то расстояние, и потом еще какой-то материал его снова волны приносили и укладывали на эти остатки леса. If we had more time, I could show you photographs of very thick coal seams. И coal struts. Yes. И я, если бы было время, показал фотографию очень толстых слоев угля. In some cases, 100 meters thick. Иногда там слои сотни метров толщиной. Similarly with oil, oil is the remains of animal. Ну и то же самое с нефтью, потому что нефть – это останки животных, ну, останки тел животных. There are both oil and coal and oil deposits all over the world. И мы видим залежи угля и залежи нефти по всему миру.
The evidence fits better a flood model than it does an evolutionary model. И свидетельства более утверждают лучшую теорию потопа, чем теорию эволюции. Some of the most powerful evidence comes from the rock layers themselves. We call that sedimentation. Rock layers, The yes? layers. Yeah. И одни из лучших доказательств мы видим в слоях скал, каменных слоях. Sedimentation. Sedimentaция, мы называем. Oops. It goes to the. We can go to the next PowerPoint. Trouble with my lost my cursor. There we go. Okay, we're continuing to look at the evidence of a universal flood, Мы продолжаем смотреть на свидетельства всемирного потопа, and we're going to look at sedimentation. и мы сейчас посмотрим на седиментацию. Now, how sedimentation from a universal flood perspective came about? И также почему случилась седиментация с точки зрения потопа? You'd have large, deep waters that are moving at a very rapid rate. Мы видим огромную, очень такую высокую волну, массу воды, которая двигается с быстрой скоростью. Tsunamis that would have existed as a result of what's going on with the flood. Ну, цунами, которые случились из-за причин, сформировавших потоп. You'd have water several hundred meters thick, То есть у вас есть вот эта масса воды несколько сотен метров толщиной. moving rapidly, and it would gather material, rocks, or whatever is in the way. И эти потоки воды собирают все, что, короче говоря, камни, весь материал, который на их пути. Including entire forests or whatever is on the land. It's rip it all out. Включая целые леса или вообще все, что есть на земле. The waters would be moving at a rapid pace, carrying all this material, transporting it. И вот эти волны, они двигаются с большой скоростью и переносят весь этот материал на другое место. And as the waters would slow down, the materials would settle out. И по мере того, как воды замедляются, вот эти материал потихонечку начинает оседать. And all this material that was transported, sometimes maybe even thousands of miles, Но весь этот материал переносился на расстояние, может быть, там, 1000 миль. would be deposited in all of these layers. И таким образом вот этот материал весь потихонечку оседал в разных слоях. And obviously, it would take many of the animals that would be sealed in these layers, И made into очевидно, fossils. что в этих слоях были запечатаны многие тела животных и многие ископаемые. Forests could be deposited and then covered by other layers and Yeah. made into cold seams. И леса также могли быть запечатаны таким образом, накрыты сверху другими слоями, и в результате появились вот эти угольные залежи. So this is the way that we would envision the geological layers lay down И вот это during the Genesis flood. то, как мы представляем себе появление вот этих геологических слоев в течение потопа. So instead of the layers being laid down over millions of years, we see them all laid down
within that 377 days. То есть вместо того, чтобы датировать появление этих слоев миллионами лет, мы считаем, что они все появились в течение вот этих 370 дней. One of the most spectacular places in the world where you can see many of these layers И одно из самых таких зрелищных мест во всем мире, где вы можете видеть эти слои, is the Grand Canyon in my country. Великий каньон в Соединенных Штатах. In fact, I want you to take a notice. See this light-colored layer there? И я, кстати, хочу, чтобы вы обратили внимание на этот очень светлый слой. That layer exists for hundreds of miles in that whole area. На этой территории этот слой существует на площади сотни миль. I'm going to show you some evidence from that layer. И я вам покажу кое-какие свидетельства из этого слоя. And we're going to look at some other layers lower. И мы также посмотрим на некоторые слои ниже. And this evidence, I believe, points to a Genesis flood. И я думаю, что эти свидетельства прямо указывают нам на Великий потоп. And again, it's a spectacular place to visit. И опять же, это очень такое зрелищное место, стоящее того, чтобы его посетить. The canyon from the top to the river is over a mile, or that'd be about 1.6 kilometers deep. Весь каньон вот от вершины до нижней речки, он где-то милю высотой, то есть это километр и 600 метров. Or 18 miles from one side to the other side. Или это 18 миль, то есть где-то 20, порядка 30 километров от одного конца к другой. That'd be about 28 kilometers. Около 30 километров в ширину. And the canyon is over 277 miles long. И длиной он порядка 400 километров. Which would be maybe about 500 kilometers somewhere. 400, yeah. So it's quite spectacular, and I took a trip just to take these photographs to be able to show it. И это очень такое великолепное зрелище. Я поехал туда просто, чтобы сделать фотографии и показать их вам. This is a sketch of the layers to give you an idea what layers are there. И это, скажем, такой набросок плана вот этих слоев, чтобы вы поняли, какие там слои есть. It's out of scale because it's emphasizing the different layers. Out of scale. It's not to scale. It's not. In other words, it's compressed in this direction. То есть здесь немножко, скажем так, сжаты все эти слои, просто чтобы показать их вам. This is the canyon. Вот сам по себе каньон. But if you look at the whole area, several hundred miles away, this area is hundreds of miles away from the canyon. But these layers exist. Да, то есть, допустим, вот это то, что есть в каньоне, это те слои, которые существуют там немножко дальше, но они все существуют. That white layer that I was referring to is this layer here. И вот этот белый слой, который я вам показывал, светлый в каньоне, это вот он здесь. То есть здесь вот то, что в каньоне, здесь то, что дальше, выше. I'm also going to concentrate on this lower layer. И также я хочу сконцентрироваться на этом более низком слое. It's called a Tapeats layer because it's named, that's the formation that they call it. The rock formation. It's a name. Вот называют этот слой, нижний светлый слой Tapeats. But it's actually equivalent to a Cambrian layer. In other words, that's the Cambrian layer. По сути, этот слой эквивалентен кембрийскому слою. То есть это, по сути, это кембрийский слой. The flood model that I'm presenting to you says that this is the bottom of the Genesis flood. The bottom of the destruction of the Genesis flood. И та модель потопа, которую я, скажем, вам представляю, говорит, что вот этот слой это, самая нижняя точка, нижняя точка разрушения, принесенного потопом. So this layer existed before flood. Yes. And everything which is starting from Tapeats is. То есть все, что было ниже до Tapeats, оно существовало до потопа. А уже все, что было, все более высшие слои, они принесены потопом. And this Tapeats is a Cambrian layer. In other words, it's the same thing. И вот этот слой Tapeats, это, по сути, кембрийский слой. Это одно и то же. The chart itself indicates
that the rock below is very different from all of the rock layers above. И сама по себе таблица показывает, что каменные слои, которые ниже слоя таблицы, они очень отличаются от всех слоев, которые выше. All of the layers that are above are called sedimentary rock. Sedimentary rock. Да, то есть вот все слои, которые выше, их называют седиментальные In other words- слои, седиментальные камни. In other words, they were either laid down by wind or water. То есть они были принесены и появились в результате действия либо ветра, либо воды. Everything below is bedrock. Все, что ниже находится, это как скала, просто материнская скала. Our view would be that all of these layers were laid down by the Genesis flood. И наш взгляд в том, что все эти слои были принесены потопом. The evolutionist says they were laid down over millions of years. Эволюционисты говорят, что эти слои появились в течение миллионов лет. Let's take a look at the evidence from the Grand Canyon. И давайте посмотрим на некоторые свидетельства, которые мы видим в Великом каньоне. And I'm going to go rapidly. We're talking about folding, what geologists call folding of layers. И я быстро пройду. Первое, мы поговорим о том, что называется преломлением слоев. For some reason, this is still cutting off. Эта причина все еще обрезается. Текст. See if I can fix it. No, it's not fixing. It's all right. What folding is, Ну что такое преломление слоев? see how this rock layer is curved? Смотрите, как искривлен вот этот скальный слой, да? Каменный слой. Or this one also shows evidence of curving. Или вот здесь этот слой показывает свидетельство вот такого искривления. The geologist calls that folding. И геологи называют это преломлением или искривлением слоев. Which is a little bit different than all of the layers that are laid down flat. И это отличается от других всех слоев, которые обычно лежат плоско один на другом. So what happened during the Genesis flood, the layers were laid down flat. И что случилось во время потопа? Слои укладывались плоско один на другой. And after pressures due to all of the dynamic forces, И после того, как вот это формировалось давление с учетом всех вот этих сил динамических, you'd have movement of some of these layers, and sometimes these layers would be uplifted or moved or tilted. и под воздействием вот этих самых разных сил, которые влияли в тот момент, некоторые слои поднимались выше, некоторые поднимались ниже. Here's an example of folding that you can clearly see. See this colored layer? И вот пример вот такого искривления, которое вы ясно можете видеть. Видите вот этот цветной слой? The interesting thing about that layer is geologists know that it was laid down when it was still soft. It was plastic or soft. И интересная вещь насчет этого слоя, что геологи понимают, что этот слой был уложен еще тогда, когда он был мягким. So these are some of the effects after they were laid down by the waters of the flood. То есть это все эффекты того, что произошло после того, как эти слои были уложены потоком. The unbelieving worldview or the secular interpretation doesn't have an explanation for folding. И поэтому эволюционное или светское мировоззрение, у таких ученых нет объяснения для таких искривленных слоев. Because if the layer was laid down over millions of years, then it would show evidence of cracking, and the layers don't show, or the folding doesn't show that. Потому что если слои укладывались в течение миллионов лет, они не могут иметь таких вот признаков надлома или искривления. Secondly, geologists observe in the layers, in some layers, what's called cross-bedding. И во-вторых, геологи во многих слоях обнаруживают напластование. Where you have materials that are laid down at an angle, forming like sand dunes underwater. И мы видим вот эти слои, которые напластованы один на другой, и такой песчаник. Now, these can be reproduced in a laboratory when you have movements of
of water rapidly and depositing material. И вот такие слои можно легко воспроизвести в лаборатории, когда у вас есть какая-то масса воды, и которая перерасполагает материал. This is John Baumgartner again, Это снова Джон Бомгартнер, 30 years ago. 30 лет назад. This cross-bedding best fits into a flood explanation. И эти напластования наилучшим образом объясняются теорией потопа. Rather than long ages of time. И намного лучше, чем объяснение миллионами лет. Thirdly, in the Grand Canyon, there are what they describe as amphitheaters. И третье, в Великом каньоне есть то, что называют амфитеатрами. Now, if you look at the canyon from an airplane, И если вы смотрите на каньон с самолета, it's irregular, and you have the canyon like that. These amphitheaters are these areas where you have something like this that's carved out. и амфитеатры это такие вот территории, где, скажем так, просто выдолблено в скале, то есть. In other words, here's an example where it's cut out. Словно вырезана вот из общего массива какая-то часть материала. The evolutionist has a hard time explaining these amphitheaters. И эволюционистам достаточно трудно объяснить появление таких амфитеатров. Because if they're formed over long periods of time, you would expect some of the material to be deposited nearby. Потому что если все это формировалось в течение долгого времени, то вы ожидаете, что какой-то материал, в течение миллионов лет заполнит эти ниши. But there's no material there; it's all gone. Но нет там никакого материала, весь материал куда-то делся. A better explanation is large quantities of water carved out the Grand Canyon after the Genesis flood. И лучшее объяснение это то, что большие массивы воды, большие массы воды оставили вот эти ниши в Великом каньоне уже после потопа. And sometimes on riverbeds today, you find water action that does this. И кое-где и сегодня во время наводнений, разливов рек, вы можете видеть, как реки производят такое действие. And the flood waters wash away all that material. То есть они вымывают часть материала из породы. So our flood model has a better explanation for the formation of these So during the flood or after the flood? After the flood, I'm going to show the layers laid down by the flood, and then because of all of the geological turmoil, you have waters that carve out the То есть да, и случилось это после потопа, я вам покажу, потому что слои были уложены при потопе, и потом появились другие воды, которые вымыли из них материал. И так появились эти амфитеатры. You have waters and pressures and movement after the flood to produce the folding and to produce again Grand Canyon itself. То есть должны быть какие-то тоже разливы вод, какие-то процессы такие динамические, давления после потопа, чтобы сформировать искривленные слои, сформировать эти So we would say the Grand Canyon was formed after the Genesis flood, but rapidly. И мы бы сказали так, что Великий каньон сформировался после Великого потопа, но очень быстро, в течение краткого периода времени. Also the layers show sharp boundaries between the different layers. И также мы видим четкие, ясные границы, острые, между слоями. This is throughout the geological record. И это во всех геологических записях. I'm going to show you photographs where it's very, very evident. In other words, it's very clear to see. Я покажу вам фотографии, где это все очень-очень очевидно, ясно видно. Remember that white layer that I showed you at the very beginning? Помните, я вам показывал белый слой в самом начале? This is about 30 meters. Он где-то 30 метров высотой. And see the sharp boundary between this layer and this layer? И вы видите четкую границу между этим светлым слоем и предыдущим. Different layer, Другой слой, different layer. другой слой.
if they were formed over millions of years, you would expect more mixing and more erosion rather than a sharp boundary. Если бы они формировались в течение миллионов лет, то вы бы ожидали, что было бы, ну, какой-то, был бы плавный переход, было бы какое-то размытие, эрозия, смесь. Again, sharp boundary. Между слоями. Но, опять же, здесь мы видим очень четкий, ясный слой. And you have, this is that coconino sandstone layer, about 30 meters thick. И вот это вот так называемый песчаник кокаина, около 30 метров толщиной. And a totally different material, this hermit shale from here down, it's reddish. Это материал, совершенно отличающийся от того, который ниже, там внизу сланец. This is white in color, this is red in color. И вот там тот, который повыше, там белого цвета, то, что ниже красный. See the sharp boundary? Видите снова очень ясная граница слоев. So you have the coconino sandstone and you have the hermit's shale below. Песчаник кокаина и ниже саммитный сланец. A flood or catastrophic conditions is a better explanation for that phenomenon. И наилучшим образом этот феномен объясняет теория потопа или какого-то, ну, таких, теория катастрофических условий. Also, what is observed in the Grand Canyon is what's called the Great Unconformity. И также, наблюдая Дикий каньон, мы видим сильное несоответствие. It's not creationists that have given this name. И это не креационисты это имя дали. That is the boundary between the Cambrian layer and the Precambrian layer. То есть речь идет о границах между кембрийским слоем и докембрийским. It's called the Great Unconformity because it's drastically different below than it is above. И почему за сильное несоответствие? Потому что совершенно отличается прекембрийский слой от кембрийского. So we're going to look at the Cambrian layer above and the Precambrian below. That line is called the Great Unconformity. То есть вот мы посмотрим на кембрийский слой, который выше, и прекембрийский, который ниже, и вот эта линия называется линией сильного несоответствия. And you can see it very evident in the Grand Canyon. И вы можете это очень ясно видеть в Великом каньоне. The rock below is very different from the rock above. Скала ниже очень отличается от камень, порода, которая ниже, очень отличается от породы выше. All of the layers above are sedimentary rock. Все слои, которые выше, это sedimентарные слои, sedimентарная порода. All the layers below are what we would call bedrock. То все, что ниже вот этого слоя, это, ну, как материнская порода. So something which stayed for not a real rock. Yeah. Bedrock, yeah. Yeah. It's rock that is not sedimentary. То есть это та скала, которая, как называют, коренная подстилающая порода. То есть это не та порода, которая появилась в результате действия воды или ветра. This photograph shows the difference in the top kinds of rock. Notice these rocks are almost oriented randomly. This is volcanic, this is bedrock. То есть вот это вот коренная подстилающая порода, и вы видите здесь вот эти совершенно случайным образом слои, как даже не слои, просто рисунки, и она сформировалась в результате действия вулкана. So this is Precambrian and this is Cambrian right here. И она прекембрийская, а вот эта, которая выше, это уже кембрийская. They call that line between the two the Great Unconformity. И линию между ними называют линией сильного несоответствия. So what you have below that line is you have basement rock, which is granite, schist. И все, что у вас есть там ниже этой линии, это твердые породы, гранит. And everything above is sedimentary rock. Very, very different. Все, что выше этой линии, это осадочные породы, очень-очень отличаются. Some of it is limestone, sandstone, and shale. Известняк, песчаник, ракушняк, вот из этого они состоят. And here you can see the difference. See the difference in the rock? Здесь вы можете тоже This видеть is all in разницу. layers. Видите разницу в этих скалах? Все эти слои и вот так. No layers. А здесь вообще нет слоев никаких. Just to give you an idea,
how extensive that Cambrian layer is, that Peats layer. И просто показать вам, насколько распространен вот этот кембрийский слой или слой Топиц. The Grand Canyon is right over here. Великий каньон вот здесь находится. It goes into, Ну, где-то туда идет. so that Peats layer covers most of the United States. И вот этот слой Топица, он покрывает большую часть Соединенных Штатов. The city where I live in is right there. Вот город, где я живу. So this gives you an idea of how extensive these layers are. И это показывает вам, насколько широко распространен вот этот слой. Think about what forces of water would it take to lay down large areas of material. И подумайте о том, какие массы воды, какой силы должны были вот, уложить на такое расстояние, на такую ширину этот слой. So that's evidence from sedimentation. И вот это вот свидетельство, которое мы видим из седиментации. Now, let me begin, and then we'll take a break, but let me begin evidence from recent catastrophes. И разрешите мне привести вам также свидетельство из недавних катастроф. And in fact, there's evidence all over the world of other catastrophes similar to the one I'm going to show you. И на самом деле есть по всему миру свидетельства катастроф, подобные тем, которые я вам сейчас покажу. That evidence that exists all over the world, like the explosion of Krakatoa, Например, это свидетельства, которые мы видим по всему миру, подобные как извержение вулкана Кракатау, indicates that the earth in the past, and probably not very long ago, was very violent. Violent, То yeah. есть эти свидетельства показывают, что Земля до недавнего времени, в прошлом, до недавнего времени была достаточно опасным местом для жизни. There was an event that occurred, 35 years ago this month. И this month, 35 years ago. Было событие, случившееся вот в этом месяце, в мае, 35 лет назад. That gives us a lot of evidence that we can use for catastrophic conditions of the Genesis flood. И это событие, оно нам дает много свидетельств вот именно таких катастрофических условий, подобных тем, которые были при потопе. This is a photograph of a volcano in my country. Это фотография вулкана в моей стране. It's called Mount St. Helens. Mount St. Helens. Да, гора Святой Елены называется. Yeah, this mountain exploded probably before all of you were born. Вся эта гора, извержение на этой горе началось еще до того, как, наверное, кто-либо из вас родился. Before the explosion of the mountain, the elevation of the mountain was 3226 До извержения meters. вулкана высота над уровнем моря была 3226 метров. Высота этой горы, до извержения. So we'll write that down, keep track of that. Мы запишем и держите это в памяти. Now on, let's see, what was it? May 17th, which was just 17 мая, a week ago. это было вот как неделю назад. In fact, weeks before, geologists became aware that something was going to happen at the mountain. И даже где-то за неделю до этого геологи уже поняли, что что-то там происходит. There was earthquakes and rumbling, and people were fearful that the mountain was going to erupt. Были землетрясения и вот эти вот какое-то вот движение горной породы, и люди уже побаивались, что гора, будет извержение. And a few days before March 17th, this bulge began to form on the mountain. See that bulge? It's white. Well, it's all of this. То есть, и вот вы видите, где-то за неделю до извержения начали формироваться вот такие вот A bulge, like a pimple, or начали вот такие как небольшие возвышения формироваться, как вот прыщи на горе.
This is May 17th. This is the day before the mountain И exploded. это вот 17 мая, это день, за день до извержения. That bulge just exploded and spread material all over the earth. И эта гора просто рванула, и на следующий день и материал был распространился по всей этой территории. And the energy released by that explosion of the mountain И энергия, которая высвободилась при вот этом взрыве вулкана, was estimated to be about one Hiroshima-sized atomic bomb. и была оценена как энергия одной атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, Every second over the duration of that eruption. одна атомная бомба в секунду на протяжении всего извержения. About 30,000 total atomic bombs То exploded. есть порядка 30 тысяч атомных бомб в целом. So a huge exploding of the mountain. То есть огромное извержение вулкана. And let me show you some photos before and after, and then we'll take a break, and I'll give you some of the conclusions that creationists have come up with. И давайте я вам приведу некоторые фото до и после этой катастрофы, и мы придем к некоторым выводам. There's the mountains before, Это гора до катастрофы. before the explosion. Keep this lake in mind. This is called Spirit Lake. We'll talk a lot about the lake. Запомните это озеро, называют озеро Спирит, и мы... There's Spirit Lake. And there's the mountain after the explosion. See, all of that mountain exploded. И вот гора после. И вот вы видите, что вся эта гора, короче, рванула. Before, and here's the lake. И вот озеро. Here's the lake И вот after. озеро. Вот озеро после. So, the lake was just disappeared. No, the lake was still there. But part of it became steam. No, this mountain just Yeah, I understand, but level of lake, is it the same or same level. lower? Well, it changed a little bit, but Ну, уровень немножко изменился, но озеро там же, и озеро осталось. we'll talk some more about the lake. Ну, мы поговорим еще В больше. каком штате? Which state? В каком штате? Washington, Вашингтон. northeast. So did someone just was there any human victims of that? They evacuated the area, but there was one man that became famous because he wouldn't leave, and they never found his body. It was covered up. Ну, они всех эвакуировали с этой территории, но один человек никак не хотел уезжать, и его тело до сих пор не найдено.